Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшая подборка полезных советов, хитростей и простых самоделок, которые пригодятся в различных ситуациях – дома, в строительстве, в мастерской или гараже. Итак, начнем. Для первой самоделки понадобится кусочек пластика. Я вырежу его из бывшей пластиковой канистры, которая как раз у меня лежит для таких целей, служит донором для разных приспособ или самоделок. Вырезав небольшой квадратик, я сминаю его пополам. Далее, ближе к сгибу, отступив пару миллиметров, я делаю пометку. Она нужна, чтобы через нее продеть канцелярский нож. Я его предварительно нагреваю с помощью строительного фена, и тогда он довольно легко проходит через пластик. Должно получиться примерно как на видео. Далее беру пластиковую бутылку, у которой отрезаю донышко. Ну и приступаем к тестированию. Берем в руки нож с приспособой и начинаем резать бутылку, продев ее между пластиком. Так, за пару минут у нас получился рабочий бутылкорез. Лента получается ровная и непрерывная, до тех пор, пока не начнутся различные рельефы или сужения на бутылке. С помощью такой ленты можно, например, соединить две детали. А если ленту потом прогреть, то она сработает как термоусадка и уже держит гораздо крепче. Можно пользоваться и дома, и в походе. Вообще тема бутылкореза и использования получившейся ленты давно уже раскрыта всем известным адвокатам. Тут я лишь показываю элементарный способ изготовления бутылкореза. Думаю, у всех есть шуруповерт, и все иногда им пользуются. И бывает, что закрутить надо не один саморез. Держать кучу саморезов в руке или кармане не очень удобно, особенно когда работа где-то на высоте или неудобном месте. Для этих целей в магазине продается вот такой магнитный браслет. Надеваем его на руку. Я почему-то стал надевать на левую руку, как часы, но если вы правша и держите шуруповерт правой рукой, то на правую руку и надо надевать браслет. После просто берем несколько саморезов и примагничиваем к браслету. Работать стало гораздо удобнее. Также в инструкции к браслету сказано, что его можно установить на шуруповерт. Кому-то удобнее так. Стоит такой браслет 250 рубликов. Я покажу вам вариант в 10 раз дешевле. И лично для меня удобнее. Для этого нам понадобится вот такой неодимовый магнит и обычные строительные перчатки. Если вы правша, то берем правую перчатку, если левша, то соответственно левую и немного подворачиваем у основания. Далее берем термоклей или другой клей, который сможет приклеить магнит к перчатке, и приклеиваем его со стороны запястья, прямо на сгибе. На второй перчатке, пока подсыхает клей, я для удобства обычно отрезаю наполовину большой и указательный пальцы. Так удобнее брать саморезы. Надеваем перчатки и работаем. Но теперь у нас есть магнит, к которому хорошо магнитить саморезы. При необходимости смены перчаток просто отрываем магнит от старой и приклеиваем на новую. Также можно приклеить магнит и к шуруповерту, это кому как удобнее. Для следующего совета, или можно даже сказать самоделки, понадобится вот такая маленькая пластиковая бутылка, в которой делаем отверстие в донышке. И такое же отверстие в крышке. Далее берем шланг, у меня есть вот такой от гидроуровня, он примерно в диаметре 9-10 мм.
Можно брать немного толще или тоньше. От него отрезаем два куска произвольной длины. Я взял вот примерно, как на видео. Один короче, другой длиннее. Далее короткий кусок я вставляю в крышку, так, чтобы он немного торчал. И длинный кусок вставляю в донышко, тоже, чтобы кусочек немного торчал. Теперь беру термоклей и проклеиваю отверстие. Готово. Теперь прикручиваем на место крышку и приступаем к тестированию. Для демонстрации я подготовил 5-литровую баклажку с подкрашенной водой, в которую вставляю длинный шланг. Далее сжимаю бутылку, закрываю пальцем короткий шланг. Распрямляясь, бутылка всасывает жидкость по длинному шлангу из баклажки. И как только вода начинает течь, открываем пальцем короткий шланг. Вот такая незатейливая конструкция поможет перелить какую-либо жидкость, не нахлебавшись этой самой жидкости. Я так в юности много бензина наглотался, сливая его у деда, чтобы покататься на мотоцикле. Ставьте лайк, если тоже так делали. Все никак не доходили руки у меня повесить вот такую памятную табличку о достижении 100 тысяч подписчиков от YouTube. И вот как раз совет. Задача прикрутить к стене два самореза, так, чтобы ровно повесить кнопку. Решение простое. Берем обычный малярный скотч и приклеиваем к отверстиям в рамке, или картине, или еще какой-либо штуке. Затем берем маркер или карандаш и обводим на скотче проявившиеся отверстия. Скотч отклеиваем. Достаем уровень. Приклеиваем ленту, чтобы обведенные отверстия были по уровню. Прикручиваем саморезы. И вешаем нашу штуку. Все удобно и практично. Иногда такое случается, что во время косьбы внезапно заканчивается леска, а докосить осталось совсем немного. На этот случай нам пригодится две вот такие простые стяжки. Их просто фиксируем в те отверстия, через которые проходит обычно леска. И продолжаем косить остатки. Друзья, на этом сегодня все. Надеюсь, показанные самоделки, советы и хитрости вам понравились. И если это так, то огромная просьба поставить лайк под видео и написать комментарий. Например, о том, какая самоделка или совет вам понравился больше. Тех, кто еще не подписан на канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!